Необычные ритуалы русской братвы. Инициация, он же обряд посвящения. Этот обряд существовал с незапамятных времен. Ведь попасть в преступное сообщество было вовсе не так просто, как может показаться. Сначала новый член бандитской шайки должен был заслужить честь находиться в ее рядах. Чтобы вступающий доказал свою преданность, его назначали учеником бывалого преступника. Если в течение некоторого периода времени он проявлял себя с нужной стороны, заслуживал доверия, показывал полезные навыки, то его испытательный срок переходил на новый уровень. Новичку назначили следующее главное испытание. Первое самостоятельное дело. Наставник вручал ему нож и приказывал убить и ограбить первого встречного. При этом в доказательстве нужно было принести не только добычу, но и голову жертвы. Полагание на первую встречу – давнее и устойчивое поверье в русской традиции. Например, считалось, в зависимости от того, какой человек первым придет в дом накануне Нового года, таким и будет весь год. Так, первая встреча играла роль и в определении разбойничьего таланта. При этом для членов шайки было совершенно неважно, напал ли новичок на беззащитную женщину или огромного мужика. Веник и 95 градусов. Излюбленный ритуал босса русской мафии в США в 70-х годах. Но обо всем по порядку. История русской мафии в США началась в 1974 году. В то время советские иммигранты облюбовали южную часть Бруклина на берегу Атлантического океана. К началу 80-х в районе Брайтон-Бич было уже около 50 тысяч, и этот район стали называть «маленькой Одессой». Место было очень странным и закрытым мирком. По-английски там практически не говорили, а афроамериканцев не жаловали, потому что не считали их настоящими американцами. Власти США ничего не знали о людях, сбежавших из СССР. В лучшем случае они получали информацию об иммигрантах от спецслужб, а в худшем – из скудных полицейских досье. Лишь позже американцы поняли, что КГБ негласно экспортирует в Америку уголовников. Именно из этих людей и образовалась банда, наводившая ужас на маленькую Одессу. Во главе организации находился вор в законе по имени Евсей Агрон. Он не брезговал ничем. Ни вымогательствами, ни фальсификацией документов, ни проституцией, ни заказными убийствами. Босс русской мафии в США был человеком неспокойным, со вспыльчивым и изменчивым характером. Однако, если что-то и было в его жизни неизменно, так это баня. Парился Евсей каждую неделю. Это был целый ритуал, в котором детали играли важную роль. В банный день с раннего утра у подъезда мафиози ждал огромный Линкольн. Он пересекал Ист-Ривер, сворачивал на юг и останавливался перед зданием знаменитых русско-турецких бань, построенных в XIX веке. В годы сухого закона здесь любили отдыхать отцы-основатели Коза Ностра – Мейер Лански, Бакси Сигель и Лаки Лучиано. Это очень льстило русскому крестному отцу. Евсей с деловым видом выходил из автомобиля и заходил в помещение, где его уже ждали приближенные члены банды. По распоряжению босса вся банда поудобнее устраивалась в парилке с температурой в 95 градусов, после чего особый человек хлестал главаря мафии и его подопечных дубовым веником. Надо сказать, подобный банный ритуал был популярен у многих русских мафиози не только в США, но и на родине. Кстати, говоря о банях, был в России раньше и еще один обычай – платить дань местным бандитам, чтобы они не грабили посетителей. Дело в том, что для многих владельцев бань была важна репутация заведения, и они платили местным банным ворам каждый месяц отступные. При этом крышующие воры, которые сидели на окладе, следили за тем, чтобы конкуренты не крали вещи посетителей. Свадьба. Некоторое время в России существовала категория заключенных, которая, подобно громоотводам, брала на себя ответственность за преступления, совершенные другими членами шайки. Попадая в тюрьму, преступники, взявшие на себя коллективную вину, играли с другими каторжниками в азартные игры на деньги, табак и продукты. Однако, в отличие от одиночных бандитов, члены банд были более продуманными.
Во время игры они нередко пользовались мошенническими уловками, и когда проигравший каторжник не мог рассчитаться с обманщиком, тот предлагал другие варианты расчета. Одним из них был обмен сроками, который осуществлялся в случае, если мафиози был долгосрочным арестантом, а должник имел небольшой срок. На каторге такой обряд называли свадьбой. Учитывая, что документов у большинства арестантов не было, достаточно было просто поменяться именами, и таким образом для мошенника долгожданная свобода становилась намного ближе. Если же сухарник, так обычно называли должника, пытался заявить о свадьбе начальству, его ждала неминуемая смерть. Коронование. Современный обряд коронования берет свое начало со времен новой экономической политики. Стать вором в законе позволено далеко не каждому. Кандидат должен быть матерым и квалифицированным в своем деле специалистом. Например, домушником или медвежатником, взламывающим сейфы. В любом случае, бандит должен иметь непререкаемый авторитет среди преступной братьи. Сам обряд коронования происходит либо на сходках, которые собираются под предлогом какого-либо праздника, либо же на зоне. На мероприятии обязательно должны присутствовать как минимум 2 законника, поручителя кандидата и авторитетный вор, который, собственно говоря, и будет проводить процедуру коронования. Желающего пополнить ряды просят обнажить ноги и торс, после чего авторитет изучает его наколки, которые могут много рассказать о его предыдущей жизни. Если кандидат не нарушал законов воровского мира и не был опущен, его просят произнести клятву. После этого на тело свежеиспеченного вора в законе наносят новые татуировки, свидетельствующие о его более высоком статусе. Как правило, это звезды на коленях и на обеих сторонах груди, а также летящий орел с короной. После коронации новый обладатель наивысшего преступного титула должен жить в соответствии с кодексом воров. Наказанием за нарушение часто являются нанесение серьезных увечий или же смерть. Приколы или игрульки. Приколы – это безобидный по бандитским меркам способ проверить новичка. Процесс похож на игру. Сами игрульки – это своего рода задачки, цель которых – уличить будущего члена криминального сообщества в незнании законов, норм и правил преступного мира. От быстроты и правильности ответов зависел не только его допуск в организацию, но и место, которое он займет в иерархии преступного сообщества. Происходило это следующим образом. Авторитетный преступник садился напротив новичка в специально отведенном месте и задавал ему вопросы. При этом количество таких задач обычно не регламентировалось. Задавались загадки в быстром темпе, на обдумывание каждой выделялось не больше 45 секунд. За каждую заминку или неправильный ответ испытуемый получал полбу тяжелой металлической ложкой. При этом с размахом проверяющий, как правило, не очень-то и стесняется. После каждого удара кандидату становится труднее сконцентрироваться, и зачастую к концу подобного испытания в местах ударов вырастали огромные шишки. Ритуалы наказания вора в законе. Для нарушителей воровского закона в криминальных сообществах всегда существовал отдельный список специальных наказаний. За мелкие провинности могли дать публичную пощечину, за более серьезные правонарушения били по ушам, то есть переводили в низшую категорию. Вина средней тяжести обычно каралась ломанием рук или ног. Такая мера особенно часто применялась к тем, кто не отдал карточный долг, либо совершил недопустимое насилие. Все это были вполне обычные традиции преступного общества. Смерть полагалась, как правило, в исключительных случаях. Например, суровое наказание ждало предателей, которые перебежали на сторону правоохранительных органов и шпионили за своими. Не миловали и тех, кто обворовывал общак. При этом и в том, и в другом случаях приговор чаще всего приводился в исполнение на сходке лицом наиболее близким к виновному. Если процедура проводилась на зоне, вину обычно возлагали на мужика. При этом ответчик за убийство должен был иметь длительный срок и отсидеть лишь небольшую его часть, так, чтобы еще одно преступление не сильно увеличило меру наказания.
Иногда на роль палача приглашались специально нанятые киллеры. Способы лишения жизни у разных группировок были разными. У кого на что хватало фантазии. Кто-то придерживался классики – ножа или пистолета. Кто-то практиковал повешение. Более жестокие преступники пользовались изощренными методами. Например, обвиняемому с помощью укола могли ввести трупный яд, взятый у дохлой кошки. После этого жертва умирала в считанные дни и без видимых признаков насилия. Это отменяло назначение виновного. Когда к смерти приговаривался авторитет, то его судьбу решала сходка общероссийского масштаба. Если главарь не приходил на сходку, считалось, что вина доказана. Возмездие, как правило, настигало жертву в любом месте, даже если она скрывалась в местах лишения свободы или на далеких островах. Отходная молитва. В криминальном мире встречаются не только устоявшиеся традиции, но и уникальные обряды, которые проводятся в единичных местах. Об одном из таких необычных ритуалов рассказала ставшая заключенной бывшая сотрудница МВД по имени Лариса. Женщина очутилась в одной из среднеазиатских колоний с русскими заключенными. Она достаточно быстро зарекомендовала себя, и вскоре без ее решения осужденные не могли совершить ни одного действия. Однако вот что удивило Ларису. В изоляторе существовала неизменная традиция, согласно которой каждый заключенный при получении посылки был обязан поделиться ее содержимым с тем, кто был осужден на смерть. Ни конвой, ни дежурный, ни даже начальники СИЗО не имели права им помешать. Смертников для исполнения приговора всегда уводили далеко за полночь, но всякий раз заключенные узнавали об этом. Они поднимались и исполняли вслед обреченному отходную песню, напоминающую молитву. Причем прощальный мотив сочиняли специально для такого случая. Обряд целования ножа. После завершения Второй мировой войны многие командиры, имевшие уголовное прошлое, так и не смогли отучиться от своих прежних привычек. И когда многие из блатных, воевавших на фронте, вернулись обратно в лагеря, зона их не приняла. Воры-старозаконники тоже, так как считали всех, кто сотрудничал с государством, изменниками или ссучившимися. Однако вернувшиеся с фронта воры в законе были готовы к тому, что их не примут. Понимая, что заигрывать с политикой намного опаснее, чем воровать, они предпочли остаться при прежних интересах и в конце концов объявили новый закон. Началась настоящая война, кровавая и длительная. Не обошлось и без театральности. Для перехода в новый воровской закон был изобретен специальный обряд – обряд целования ножа. Поцеловавший нож терял всякие права в воровском мире и навсегда становился сукой. Отказников же безжалостно убивали, но перед смертью еще и избивали и задавливали металлическими дверями. Дорогой гроб и бальзамирование. Пожалуй, наиболее ярким обрядом в криминальной среде являются похороны вора в законе. Своим размахом они могут посоперничать с театрализованным представлением. Это всегда кавалькада роскошных иномарок, пышные венки, море цветов, пламенные речи и духовой оркестр. Однако раньше ко всему этому добавлялся еще и ритуал бальзамирования, который уходит корнями к проекту сталинского государства – обессмертить тело вождя. Однако бальзамирование – дело недешевое. Услуги специалистов могли стоить по $1500 в день, а это значило, что позволить себе их могли только влиятельные богатые люди. Именно поэтому, вскоре после того, как забальзамировали тело Ленина, бандиты решили взять похоронный обряд на вооружение и стали проводить процедуру с телами убитых членов банды, дабы продемонстрировать экономическое могущество своей преступной организации. При этом перед отпеванием восстановленное тело выставлялось на показ в дорогом гробу, иногда ценой до $20 000. Убитый лежал в нем как будто на смертном одре, и благодаря такому благородному оформлению многие присутствующие забывали о насильственном характере его смерти. В гроб авторитету обычно клали нож, колоду карт, деньги, водку и крест. На том свете с помощью ножа покойный сможет расправиться с недоброжелателями.
деньгами откупиться от черта, сыграв с ним предварительно в карты, водкой угостить порядочного вора, а крестом оправдаться перед Богом. После отпевания и захоронения гангстера обычно запечатлевали на огромном фотопортрете. Изображение натуральной величины ставили на надгробии. В Москве в старину разбойников хоронили на Ваганьковском кладбище. Оно традиционно считалось местом неприкаянных. Но сегодня места с бандитами делят уважаемые люди и знаменитости. Так, рядом с могилой Высоцкого похоронены криминальные авторитеты братья Квантришвили, а близ Есенина лежит вор в законе Виктор Коган по кличке Моня. Обряды и ритуалы – неотъемлемая часть жизни не только преступников, но и обычных людей. Они дают чувство безопасности в неспокойном мире, способствуют позитивному восприятию перемен и работают как утешение в стрессовой ситуации. Главное – выбирать их с умом. Ну а на этом у нас пока все. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения и до следующего интересного выпуска.